Ну вот он, тот момент, к которому мы так долго готовились. Наконец-то мы выезжаем в Южную Африку из Хмельницкого. Вещи собраны, теперь нас ждет несколько месяцев пути, возможно даже полгода. Что нас ждет, точно неизвестно, но мы будем этим делиться с вами. Настал день выезда, и мы были рады. Рады, но уставшие все еще в спешке, потому что на ходу нам предстояло докупить много чего. Паковали мы все тоже, пока ехали, времени было мало, и темнота застала нас в Закарпатской области. Ехали целый день, но далеко не доехали, практически к границе с Венгрией. Решили заночевать здесь, уже немножко за полночь, пускай наша первая ночь путешествия будет в Украине. Проехали нашу первую границу всего за 40 минут между Украиной и Венгрией. Хотя думали, что затянется она дольше, машина ж большая, но получается так, что пограничники не хотят, видимо, напрягать нас перед такой дальней дорогой. Как-то легко относятся, с уважением, все быстро. Поэтому начало поездки очень хорошее, я рад. Свой маршрут через Европу мы проложили так, чтобы он обязательно шел через Баварию. В Баварии у нас есть несколько друзей, и среди них пожилая пара Зиги и Петр. Их я встретил одной февральской ночью, сев не в тот вагон поезда. Я оказался среди сосулек в баварской провинции, и Зиги и Питер тогда меня приютили, и с тех пор началась наша дружба. Это очень мудрые люди, и, конечно же, мы не смогли не заехать к ним и не снять немножко видео, чтобы поделиться этой мудростью с вами. Peter, what can you tell is the secret of the relationship? She's of goodwill, I have of goodwill, and that's the most important thing, the goodwill. And therefore, yes, right. And he's very patient. He's very patient. And you? Yeah. You are patient? No, Not so often. unfortunately not. I say, first she shall try, and then I give my advice. But together, It's not we so are good. unbeatable. One separate from the next. You can forget. And it's necessary to talk about everything. Sometimes it's not. There's no need for discussing any problem. But sometimes it's good. You can't get out before we have resolved this situation. It's easier to stay alone when you are sad, but it's the worst when you want to be happy and there's nobody to share your happiness with somebody. That's interesting. I'm sorry. Please forgive me. I love you and thank you. And what is this? These are important phrases for every situation, especially for partners. It's strange. Many people are not able to excuse themselves. And that makes a front. Because nobody is perfect. Of course not. And so it's easier to come along if you can say, sorry, it was wrong. And many people say, this person is an asshole. But that's wrong. Yeah, His behavior was like an asshole in a certain moment. Yes? But the person itself is okay.
Our behavior Yeah. sometimes is not okay, but the person itself is okay. And this part you mentioned, everybody has it. Yes, So, of course. Зиги в свои 80 лет настолько технологически продвинутая женщина, что она даже спросила нас, почему бы не храним свои файлы в облаке. Can you send it into the cloud? Yes. Зиги и Питер нашли для нас те лекарства от малярии, которые мы сами не смогли достать, и даже отказались брать за них деньги. Зиги также подарила нам книжку «Маленький принц Экзюпери», так как это одна из ее любимых книг. Друзья, это, возможно, самое большое богатство, которое дарит нам судьба. Вчера нам надо было проехать 4 страны, и у нас был дедлайн, потому что приезжали мы к Зиги с Петеру, нашим так называемым немецким бабушке с дедушкой. А сегодня расслабуха. Можно ехать за фурой потихоньку, даже медленнее. Узко, очень узко ехать. Не страшно. Дальше наш путь лежал через Швейцарию и Францию. Именно во Франции была наша первая ночь на кемпинге. Первое наше утро в нашей машинке на 2-м этаже. Приехали в кемпсайт, ну и, как обычно, французская гостеприимность такая: вы что так поздно? Ну ладно, приезжайте, только никакого шума. Приехали тихонечко, насколько мы могли, в нашей машине тихонечко подъехали, припарковались, и вот мы. Утром запухшая. Я стала настоящим кемпером, не перевзулась в Прокси. Французские села, конечно, красивые, а еда вообще вне конкуренции. Мы были очень рады позавтракать и потом еще и поужинать во Франции. Мы еще думали, брать ли аппетайзер какой-то или только главное блюдо. Посмотрите на эту роскошь. Мы во Франции. Сегодня мы переночевали, то есть вчера мы переночевали у границы с Испанией во Франции на кемпинге. В таком себе городе, похожем на то, что находится возле Черного моря в Украине, кто знает, Затока. Приблизительно так же, только завтраки повкуснее, французские круассаны, эклеры, кофе. Сейчас будем уже ехать в Испанию, ночуем у друзей сегодня. Нас будет ждать... Не знаю, что нас будет ждать. Французские черешни, собранные утром, еще дождь был утром, вот они от этого и мокрые. Но нас ждали друзья в Валенсии, и пришлось поторопиться. Мы поменяли картавых французов на шепелявых испанцев. Лирические взгляды, французские взгляды на драматические взгляды испанцев. И вот за нами испанские горы, новый ландскейп и новый путь. Мы в Валенсии заехали к друзьям, друзья нас приютили на ночь и сейчас везут показать город или что? Город науки и искусств. Город и науки и искусств Валенсии спроектировал тот же архитектор, который делал Oculus в Нью-Йорке. Это такой торговый центр и станция метро на том месте, где были башни-близнецы рядом. И очень видно сходство. Красивенько и солнечно, и белое все. Нужны солнцезащитные очки обязательно. Что у тебя в руке? У меня орчата. Что-то местное, но очень похоже по вкусу на западно-украинскую кутю. Расскажите нам, что в Испании есть самое-самое хорошее.
Хамон паэли? Море солнца. Точно, там была собака. Но в Африке Море нас солнце ждет, но Да. хамон и паэльи, я думаю, нужно с собой везти Ну да. в разобранном состоянии. А, кстати, хамон его ж даже в холодильнике не обязательно держать. Ногу В можете... вакууме? А, ну, Вот, так, а зачем вакууму? Купите ногу. мы, кстати, думали ногу сзади в машине завесить, где-то Мы болтаться. когда-то в Украину везли сувенирами 7 ног. 7 ног. Когда мы пришли в супермаркет это все покупать, они такие на кассе, пришла администратор нас обслуживать, спрашивают, извините, зачем? Сувениры. Так и рождаются мифы, что в Украине нечего кушать. Ну да. Нет, ну ты знаешь, все равно, чтобы ты на базар пришел покупать 10 килограмм сала и говорил, что мне на подарок. В Испании. Да. Амалия, хочешь в Африку? Да, Тебе нравится Африка? да, А машина нравится? да. А что больше всего понравилось? Африка. Нет, дядя Слава спрашивает про машину. В машине что тебе больше всего понравилось? Диванчик. После Валенсии была ночевка на кемпинге в горах. Там было очень красиво, и кроме того мы смогли привести машину в порядок. Преимущество хорошего кемпинга перед дикой ночевкой в том, что там может быть ресторан, где будут подавать хорошую еду. Вчера мы очень классно поужинали, а утром нас ждал завтрак по-испански. Это вот такая вот тостада с хамоном, например, кофе, а еще интересные знакомства. Вчера вечером мы познакомились с семейной парой из Британии, которая переехала в Испанию и здесь вот недалеко в горах выращивает каннабис и делает об этом видео на ютубе. Так что этот мужчина, он президент местной ассоциации планокуров. Где бы мы еще его встретили? Я там на фоне. На кемпинге можно пополнить запас питьевой воды. Так как у нас тут 100 литров, то это важно. Едем в испанский порт Алгесирас. Надеюсь, сегодня успеем купить билет на паром. И если успеем, то завтра утром отправимся в Марокко. День был тяжелый. Добрались в город мы в 8 часов, и до 10 нам нужно было еще посетить 3 магазина и купить кучу всего. Мы бегали в спешке, на кассе уже все закрывалось, и мы еще потихоньку что-то добирали. Уже практически в закрытые двери выбегали из магазина и очень устали. Чтобы вы не думали, что жизнь такая сладкая у нас. Сейчас немножко за полночь. Мы сегодня полдня ехали в Алгесирас, в порт. Потом остальные часы закупили продуктов, всего еще чего не хватало. По 4 магазинам бегали. До 10, когда кассы закрывались, уже еле там успели. Лена еще масло искала, я уже там пробивал товары. Столько всего набрали еще из продуктов, что это все даже сложить мы не успеваем толком. И у нас завтра в 8 утра паром, в порту нужно быть в 7. Встали на парковке просто возле магазина, закрыли крышу, все, задраили шлюзы и будем спать. А завтра утром нас ждет марокканская граница. Очень устали. Полседьмого. Пора ехать в порт. Нас ждет первая африканская граница. Немножко волновались вчера вечером. Утром уже не так сильно. Но посмотрим, что нас ждет. Мы в Африку швартуемся. Там должно было быть тепло.
вообще не так. Что нас ждет в Африке? Это было неизвестно, но об этом мы расскажем вам дальше. Поэтому подписывайтесь на канал и расскажите вашим друзьям о наших видео. До следующего эпизода.